Прошел год между появлением серийной версии Zonta 703F с 21-м колесом и новой версии с 19-дюймовым. Посмотрим, какие проблемы Zontas исправила. Скорее всего, модель уже прошла пик доработок прошивки EBU, и дальше компания будет заниматься обновленной моделью, где есть существенные отличия, об этом позже. Если вы вдруг не смотрели мой прошлый обзор, самый большой минус этого мотоцикла для меня — он крайне неприятный на малых углах открытия газа. При полном закрытии ручки дергает, а при открытии газа из полностью закрытого состояния сильный пинок, что не дает наслаждаться ездой в пробках, на узких серпантинах и так далее. Причем из-за того, что русскоязычные обзорщики на этом акцент не делали, многие почему-то думают, что это только моя проблема. Очевидно, что обратная связь от прессы производителям была получена. Кстати, в Испании, когда я забирал Watch 800 Rally, в то же самое время испанский блогер брал на тест 703F. Там же сотрудник пресс-парка предупреждал: газ нервный, осторожнее на поворотах, амиго. Плохая новость, дерганность окончательно не пропала. Если за ноль взять мотоцикл, который я пробовал год назад, хотя это уже была серийная модель после обкатки и первого ТО, за 100% возьмем плавность какого-нибудь японца, то в текущем состоянии Zontas я бы подвинул процентов на 30. Некоторый прогресс заметен. В спортивном режиме все еще безобразно дергает, а в режиме Е, который, вероятно, значит экономичный со средним расходом 8 литров, рывки чуть сглажены. Как это на практике? На серпантинах, если плавно откручивать ручку, на выходе из поворота в режиме Е в целом можно приловчиться и не подтравливать сцепление. Правда, если забываешься и чуть резче шевелишь кистью, опять дестабилизирующие рывки, нужно себя контролировать. После апекса или в пробке ощущение, как будто играешь в дженгу, но хотя бы сцепление не надо травить. С другой стороны, в режиме Е мотоцикл ощущается вялым, как будто кто-то за хвост придерживает. У него и так до середины оборотов вялый крутящий момент, а в режиме Е и того меньше. Хочется переключиться в режим спорт, минуты 2 дать себе и мотору подышать, а затем все равно возвращаешься в эко, что иронично. В той же Европе один из аргументов в пользу Zontas 703F вместо версии с 650 заключается в том, что Zontas на треть мощнее. За небольшие деньги получаешь мотоцикл на 95 сил со спортивным характером. Понятная концепция. Но по факту этой мощности никто никогда не увидит, потому что пик достигается на 10 тысячах оборотов, а красная зона начинается с 9. А во-вторых, 9 из 10 человек ездят на Zontas в эко-режиме, где никакие 95 сил даже на валу нет. В любом случае, на серпантинах 703F стал немного приятнее. Достаточно, чтобы повороты не выбивали из состояния потока, если приучиться крутить ручку с хирургической точностью. В пробках тоже немного лучше стало. Все еще не настолько, чтобы я этот мотоцикл хоть кому-то порекомендовал, потому что в путешествиях он жутко некомфортный в комплексе и прожорливый, а в пробках все еще недостаточно плавный газ и слишком громкий пронзительный мотор. Если пытаться выявить сильные стороны этого байка на фоне конкурентов, он занимает полуспортивную нишу, как, например, Tiger Sport 660, и сразу приходит мысль, что модель 703T еще лучше вписывается в эту концепцию. Собственно, по формату приближается к Тигру, о чем я год назад говорил. Хорошая новость, на китайских видео с 703T есть круиз-контроль. Значит, будет электронный газ, поэтому с высокой вероятностью будет плавная работа с газом. Попробую объяснить, в чем трюк и почему на больших китайских моторах проблема возникает в характерный момент при полном закрытии и открытии газа. Последние лет 10-15 большинство больших мотоциклов используют систему полного прекращения подачи топлива при закрытии ручки газа, чтобы снизить выбросы. Алгоритм срабатывает, если ручка полностью закрыта, обороты выше холостых и мотор прогрет. Соответственно, пока на сбросе газа обороты двигателя будут падать до холостых, топливо не будет подаваться. Если производитель не смог настроить плавную подачу топлива и двигатель достаточно мощный, при открытии ручки газа резко впрыскивается бензин и чувствуется выраженная ступенька рывок, о которой я неоднократно говорил. И наоборот, при закрытии газа рывок из-за слишком резкого торможения двигателем. Я это рассказываю, чтобы вы понимали, что это никак не связано ни с оборотами, ни с полкой момента, и проявляется характерная проблема только при полном закрытии ручки. Если ситуация позволяет ехать, не доводя до полного закрытия газа, то есть на трассах или даже ходовых серпантинах, никаких рывков и нет. Почему наибольшая проблема у китайских мотоциклов, и это не так просто лечится? Во-первых, чтобы откалибровать двигатель, даже на хороших компонентах все равно нужны длительные тесты и отладка.
Вместе с топливными картами нужно механические впускные и выпускные каналы подбирать, воздушный короб, фазы, углы зажигания, плавное уменьшение и возобновление подачи топлива. Мало просто на диностенде топливные карты перестроить. У китайцев срок проектирования мотоциклов ощутимо короче, чем у японцев и европейцев. С одной стороны, благодаря этому китайцы быстро эволюционируют, а с другой, не хватает времени на отладку, а после выпуска модели нужно перекидывать инженеру на разработку нового мотора. Китайцы никогда до конца не вылизаны, где-то в мелочах все без исключения недоделаны. Кому-то везет, и глупости проявляются только в интерфейсе меню и расположении поворотников, а не более критичных вещах. Во-вторых, у всех компонентов типа инжекторов, катушек, свечей и датчиков есть допуски, которые отличаются от производителя к производителю. Чем дешевле компоненты, тем больше допуски. Когда инженер китайского дешевого мотоцикла настраивает двигатель, он в уме еще должен держать все эти допуски в условиях и так ограниченного времени. Чтобы мотоцикл не глох и работал стабильно, проще топливные карты настроить так, чтобы бензинчик чуть переливал, а не доливал. А более богатая смесь ведет к рывкам и перерасходу топлива. Я думаю, что сейчас на топовых китайских мотоциклах бюджет уже позволяет ставить компоненты высокого уровня, в том числе и импортные, но и времени на доводку мало, и наверняка остается привычка доводки бюджетных мотоциклов. Если байк более-менее закрепился на рынке, тогда есть смысл дальше настраивать двигатель. Что делать при жесткой экономии времени? Во-первых, можно тяжелее делать коленвал. Чем тяжелее коленвал или маховик, тем медленнее двигатель реагирует на любые изменения, все плавнее. Этим способом не чураются и серьезные производители. Например, на КТМ 790 последнего поколения коленвал на 20% тяжелее, на новой мультистраде V2 коленвал тоже тяжелее, чем на прошлой серии. Это делается как раз для более комфортного плавного отклика. У обоих моторов старого поколения были известны проблемы с нервозностью. Во-вторых, нужно переходить на электронную ручку газа. Это настоящее спасение для текущего поколения китайцев. Если газ электронный, ручка передает данные ЭБУ, а дальше программа по своим алгоритмам управляет дросселем без прямой связи через моторчик. Допустим, человек резко выкрутил ручку после полного сброса, и ЭБУ может плавнее открывать заслонку, отфильтровав резкое движение ручкой на малых углах открытия газа. И аналогично при резком закрытии ручки сгладить ход дросселя. Вот эта игра в сапера не нужна. Также можно регулировать степень открытия. Например, ЭБУ в режиме спорт может и резче открывать заслонку. Если ручка откручена на 50%, заслонку на низких оборотах можно открыть и на 70%, имитируя короткую ручку. На других режимах ЭБУ откроет заслонку на 20% меньше и максимально сгладит кривую газа, даже если топливные карты кривые и компоненты проблемные. Это проще и быстрее, вот и весь секрет. Как сопутствующий фактор, по этой же причине с электронным газом намного проще сделать двухсторонний квикшифтер. Почему на Zontes квикшифтер работает только вверх? При переключении передачи вверх достаточно на мгновение отключить зажигание. Это можно реализовать и с тросиком. А при переключении вниз нужно на мгновение приоткрыть дроссель, чтобы поднять обороты, а с тросиковым газом такой возможности нет. Есть редкие исключения, когда с тросиковым газом был двухсторонний квикшифтер, но там все на костылях. Либо что-то из области спорта, где отдельный сервопривод дергает тросик газа в момент переключения. Либо в системах попроще переключения опирается на проскальзывающее сцепление, все равно рывки будут. С настройкой мотора у Zontes было бы не здорово. Можно заметить, что я всегда ругаю за рывки мощные китайские мотоциклы с тросиковым газом Kovy 800X, Zontes 703F и Vodge 800 Rally, но не ругаю мотоциклы с электронным газом Vodge 900 и CF Moto 800. Недавно Kovy 800X, кстати, тоже перешел на электронный газ. Не нужно быть вангой, чтобы понимать, что стал работать плавнее, что делает мотоцикл интереснее, тем более 800X сейчас стоит копейки. Это еще один китаец, который за год на 2000 евро подешевел в компании SMTX. В Zontes в Испании сейчас тоже на 10% дешевле стал, но это связано с очисткой полянки под поколение с электронным газом. Мне нравится постоянно тестировать большое количество мотоциклов, потому что одно дело теория, а другое видеть на практике закономерности, подтверждающие теорию, которой я пытаюсь с вами делиться. Формула X – крупнейший торговый центр для мотоциклистов на юге Москвы. Теперь все 4 этажа заполнены магазинами с мотоциклами, квадроциклами, экипировкой, запчастями и аксессуарами. Если вы еще не были в Формуле этой весной, загляните, там появилось много новых магазинов и произошло расширение прежних. А если вам интересно смотреть круглогодичные обзоры мотоновинок, подписывайтесь на YouTube-канал Формулы X, где за последний месяц вышло 2 ролика с впечатлениями после владения крузерами.
Если без шуток, сильно недооцененный контент, потому что отзыв о владении дорогой техникой от человека с опытом в разных классах – редкость. Все ссылки есть в описании, и увидимся в формуле. Изменений в мотоцикле мало, поэтому новую версию я тестировал в обычном городском режиме, катаясь по своим делам, а в воскресенье не спеша съездил в долину, где выращивают абрикосы, нектарины, персики, сливы, миндали и так далее. Такой формат позволил мне неторопливо пожить с байком под другим углом. Изменений в конструкции никаких нет, только колеса, даже подвеска та же самая, и, судя по фотографиям, наклон вилки относительно рамы не изменился. Однако низкое колесо приводит к нескольким нюансам. Во-первых, трейл становится меньше, байк начинает острее рулиться, что я всячески приветствую. Гипотетически большой диаметр начинает мешать поворачивать на высоких скоростях, где начинают раздражать умные фразы типа гироскопического эффекта. На легальных скоростях эффект не такой значительный, как думают владельцы несчастных 400-х эндурчиков, превращаемых в мотарных. Честно говоря, с точки зрения рулежки и к предыдущему претензий у меня не было. Проблемы не в области геометрии, а в настройке мотора и весе. Я к чему веду? По идее, 19-е колесо должно дать какие-то преимущества на высокой скорости, но мотоцикл неприятно едет на таких скоростях. По динамике запас хороший, ускоряется со 120 и выше бодро, и на 6-й передаче мотор как раз на таких скоростях сидит в самом драйвовом диапазоне оборотов, четко реагируя на ручку газа, и каких-то серьезных вибраций нет. Но постоянно ехать даже 130 км в час не хочется, и чем быстрее едешь, тем хуже. Главная причина – чудовищная аэродинамика. Байк чутко реагирует на любое возмущение воздушного потока и часто ощущение, что руль вот-вот воблить начнет. И это я ездил без кофров с низким положением стекла, в высоком положении все хуже. И не сказать, что от ветра высокое положение лучше защищает. Стекло узкое и далеко от водителя, за стеклом повышенная турбулентность, шлем постоянно треплет. С высоким положением я только в городе ездил, потому что на скоростях до 60 комфортно ехать с открытым визором. Поэтому, кстати, электронная регулировка у этого стекла уместная. Из-за особенностей аэродинамики это редкий мотоцикл, когда я действительно стекло вниз убирал. В любом случае рекомендую первым делом поменять стекло, либо установить дефлекторы. Кажется, что любое изменение будет лучше заводского. Мотоцикл и сам по себе дико громкий, так еще из-за специфичной аэродинамики шум ветра давит на скорость. Я на заправке стоял рядом с заглушенным Versys и из солидарности выключил двигатель. Оказалось, что Versys заведен, но из-за шума Zontes даже на холостых этого не слышно совсем. Когда ездил в долину, нужно было проехать по магистрали до начала серпантинов всего 1,5 часа, но даже час ехать по магистрали на Zontes – мучение. Седло вполне комфортное для класса, эргономика приемлемая. Да, угол в коленях островат, но для спортивного кроссовера это естественно, у какого-нибудь трейсера ничем не лучше. Но дико устал я из-за шума, подергиваний шлема и нервозности байка, когда его приходится всегда чуть корректировать. Чтобы вы понимали, о чем идет речь, Zontes из тех байков, у которых выбираешь подходящий момент, чтобы что-то сделать левой рукой на магистрали. Даже если не концентрироваться, этот постоянный микроконтроль неминуемо ускоряет утомляемость. Еще зеркала сами по себе так себе, но из-за мелких вибраций там всегда смазанное изображение, от чего тоже устаешь. Вдобавок перегруженная панель приборов, перегруженный пульт, где каждый раз нужно нащупывать поворотник, все приводит к тому, что устаешь быстрее, чем на байках-конкурентах. Плюс мотоцикл очень прожорливый. Я посчитал реальный средний расход в смешанном режиме за 2 дня по чекам с заправок – 8 литров на 100 километров. Обычно я иронично отношусь, когда люди выбирают дорогой мотоцикл и одним из факторов называют расход топлива, но давайте по фактам. За выходные с Zontes я потратил на бензин 60 евро. Причем ездил, правда, недалеко, обычно на тестах я наматываю в 2 раза большее расстояние и, соответственно, в более быстром темпе. Если бы я поехал на NC, сэкономил бы минимум 30 евро. Плохо, что ли? Если бы я поехал на каком-нибудь Versys 650, который в Европе стоит столько же, сколько Zontes 703F и выполняет те же самые задачи, сэкономил бы 20 евро. А если еще посчитать, что у Zontes ТО нужно делать раз в 5000 километров, а у Versys и NC раз в 12 тысяч километров, и тут бы сэкономил. Официальное ТО на китайцев не особо и дешевле. Ремонт – да, потому что оригинальные запчасти на китайцев в разы дешевле, а стандартные ТО нет, потому что основные затраты – человека-часы. В моем городе Zontes, Kawasaki и даже Ducati в одном центре обслуживаются одними и теми же механиками.
Не думаю, что к ним приходит руководство и говорит: вчера на замене масла в Дукати вы все заработали по вилле, а сегодня будете менять масло за миску риса, потому что делаете то же самое на Зонтес. Почему-то так не работает. Расходники какие-то дешевле, а какие-то нет. Для интереса гляньте дилерские цены на оригинальные колодки для китайских мотоциклов, где стоят тормоза Brembo. Масло что в Дукати, что в Зонтес тоже в реальности нужно одного класса, только на китайце дилер требует менять масло в 3 раза чаще. Или вы думаете, что в форсированный высокооборотистый двигатель Зонтес со степенью сжатия 13:1 можно заливать самое дешевое масло? К тому же китайцы неминуемо больше теряют при перепродаже, чем японцы по нескольким причинам. Во-первых, недоверие к китайской технике все еще есть. Во-вторых, кубатурные китайцы быстро эволюционируют, и после выхода нового поколения среднеоборотистые китайцы начинают восприниматься устаревшими. Скоро появится новое поколение 703F, и вот увидите, насколько быстро старый будет ощущаться кривыми дровами. Запомните этот твит. Китайцев выбирают люди, у которых нет денег на европейские марки, но если правильно считать, затраты на китайцев в топовом сегменте не такие уж и низкие. Когда возвращался домой после поездки и видел, что осталось полбака, а это значит, что скоро надо будет выбирать заправку, решил ехать медленнее, чтобы хватило топлива до дома и не нужно было никуда заезжать. Если на скорости 125 км в час расход 8 с лишним, то на 110 км в час уже терпимые 6,5. Ну как терпимые, тот же Versys в таком режиме ест на 2 литра меньше. Кстати, я говорю о данных по GPS. Зонтес проверяет показания спидометра примерно на 9%, показания расхода на дисплее нужно увеличивать на эту погрешность. Если показывает расход 7 с небольшим, в реальности это 8. Я это к чему? На 110 км в час ехать гораздо приятнее. Да, очень громкий двигатель, беруш не хватает, в зеркалах все еще ничего не видно, но в остальном неплохо. Мотоцикл на 110 едет стабильно. Кстати, забыл сказать, я пробовал ехать с разными настройками подвески, нервозность была везде. Подвеска не изменилась, но из-за того, что мотоцикл теперь не играет в эндуро и воспринимается спортивным кроссовером, ощущается иначе. Легкая мягкость турендуро — это ожидаемо, а в версии с 19-м колесом хотелось бы подвеску собраннее, регулировками идеала я так и не добился. Неплохо, но всегда чуть не то. Налегке кататься пойдет, ничего ужасного нет, но если загрузить мотоцикл кофрами, как мне думается, вилка будет болтаться. Меньшие по диаметру колеса занижают мотоцикл в широком смысле. Дорожный просвет чуть меньше, но все равно достаточный для грунтовых дорог, центр тяжести опустился пониже и самое главное, высота по седлу более доступная, это чувствуется. Угол в коленях никак не поменялся, поэтому если старый был удобным, то и новый будет. Помимо уменьшения диаметра колес, оба колеса стали шире. Чисто теоретически это дает более уверенный зацеп в поворотах, но у Зонтес в поворотах не было уверенности не из-за колес, даже если бы там шашка стояла, а из-за кривой работы мотора. Плюс разнообразие шин 1917, в отличие от 2118, дает возможность выбрать топовую спорттуристическую модель, а не довольствоваться унылыми адвенчер покрышками. Это важно. У Зонтес в принципе самая короткоходная подвеска из всех среднекубатурных адвенчер-байков с 21-м колесом, плюс спорт-туристический характер мотора. 21-е колесо на этом байке было ни к чему, ни одного минуса версии 1917 я не вижу. С новыми колесами мотоцикл логичнее, динамичный дорожник с возможностью ездить по обычным грунтовкам. Я в целом считаю, что колесная формула 1917 со спицами максимально универсальная для туристического мотоцикла. Судя по продажам Гуся, не я один так считаю. А почему это на больших байках прижилось? Потому что они тяжелые и желающих в серьезное бездорожье лезть мало. Зонтес 703F как раз в той же категории, вес на уровне 1300 ГС, но по факту Зонтес гораздо тяжелее за счет высокого центра тяжести. Новички на таком монстре в серьезное бездорожье не поедут, а кто умеет, очевидно, выберут изначально более внедорожную модель за те же деньги без поворотников в защите рук. Самое забавное, что популярные запросы сравнения 703F с КТМ 790, Tenere и Kovy 800X, под этот запрос есть журналистские материалы со сравнением. Надеюсь, среди зрителей нет человека, который всерьез сравнивает эти мотоциклы. В реальной жизни Зонтес по ощущениям некомфортно тяжелый, такой кабанчик, но к дорожнику претензий насчет веса меньше.
Да, он на перекладках очевидно не такой веселый, как легкие модели, но за счет того, что байков 19-17 на спицах на рынке немного, Zontes только выигрывает. Я понимаю, почему сейчас мания 21-х колес. Маркетологи смотрят на западные топы продаж, где кроме аномального гуся, которого уже перестали пытаться убивать, практически отсутствуют 19 дюймов. Где-то Watch 525 проскочит и все. Все смотрят на успехи Tenere и Transalp и хотят сделать в том же духе, но возможно причина такой популярности только в нехватке подходящих моделей. Нам не дали выбрать Transalp с другими колесами. В Испании 703F дешевый мотоцикл по низу рынка из конкурентов со схожей мощностью. В Испании у Zontes и Watch один и тот же дистрибьютор, и дилеры однозначно позиционируют Zontes ниже Watch. Просто так случилось, что в линейке роллингов Zontes 703F флагманский байк, отчего маркетинг слегка агрессивнее. Байк всегда был дешевым, и в Испании у него продажи есть, интерес тоже. В салоне стоят версии на 21 и 19 дюймов по одной цене, и когда испанцы пробуют обе, выбирают 19 дюймов. Да, испанцы в среднем ниже россиян, и низкая высота по седлу значительный фактор, но сейчас у дилера 9 из 10 покупателей выбирают версию с 19 колесом. В Китае уже тестируют модель 703T на литых 17-дюймовых колесах низким глушителем и измененной внешностью. Морда в версии T выглядит приятнее. К слову, в черной раскраске 703F тоже изящнее, не такой анимешный. Если ставить мотоцикл в гараже мордой в стену, накрыть чехлом и не включать свет, даже не раздражает. Например, отсек для инструментов во всех цветах черный, а глушитель везде, кроме черной модели, светло-серый, хотя они рифмуются. Про отсек я раньше не говорил, но не могу не отметить, что он по объему как раз подходит под полноценный набор инструментов, включая монтажки и компрессор, и закрывается на замок. Хорошее решение. Можно вместо этого бардачка на Алиэкспрессе купить дополнительный бак той же формы. С аппетитом Zontes имеет смысл. Минус черного цвета в том, что места на баке, где прижимаешь мотоцикл ногами, тоже с лакированным черным пластиком. У меня на тесте мотоцикл, где меньше 2000 км пробега, уже весь бак в заметных микроцарапинах на светлых оттенках не так видно. В Европе версия T должна появиться летом, это еще более ожидаемый вариант. Я напомню, что у спортбайка 703 RR такая же алюминиевая рама, мотоцикл изначально проектировался как более спортивный и двигатель, очевидно, спорт-туристический. Плюс из-за измененной морды из стекла у меня есть надежда на починку аэродинамики.